Приветствую вас на моем канале, сегодня будет моделирование. Если вам интересно, присоединяйтесь, а с вами я, Миронова Виктория. Вот эти ручки стали героями сегодняшнего видео. Как видите, здесь есть чем поработать. Кутикула очень сильно нарастает, птеригий прилипает к ногтевой пластине, и это не очень удобно для мастера маникюра. Но хватит болтать, приступаю к работе. Самое первое, что я делаю, я убираю щипцами длину, затем пилкой для натуральных ногтей подпиливаю свободный край на нет. Апельсиновой палочкой аккуратно отодвигаю кутикулу, отрываю немного птеригии от ногтевой пластины. Когда первый раз видишь такую кутикулу, кажется, что она достаточно эластичная и проблем в работе с ней вообще никаких не будет. Но эти мысли кончаются сразу же, как только ты начинаешь обрезать кутикулу. Фрезой пламя с острым носиком вычищаю птеригий. Я постоянно заглядываю в пазухи, чтобы случайно не поранить клиента. Ведь омертвевшей кожи очень много, и когда работать и смотреть только сверху, то естественно ничего видно не будет, и можно случайно не так повернуть фрезу и все-таки поранить. Я уже неоднократно делала маникюр этой девушки и знаю, что работать ножницами мне просто с ней неудобно и некомфортно, потому что кожа очень жесткая и ножницы иногда просто даже не справляются с этой кутикулой. Поэтому мне проще взять щипцы для кожи и быстренько все срезать. Теперь пилкой снимаю глянец. Тщательно прохожусь возле кутикулы и боковых валиков, ведь именно здесь в первую очередь могут появиться отслойки, если хорошо не обработать. Смахнув пыль, наношу дегидратор. Так как у моей клиентки ручки влажные, делаю это пару раз, пока жидкость не начнет очень быстро испаряться. Когда ногтевая пластина подсохла, могу наносить уже бескислотный праймер. Он будет служить как двухсторонний скотч для сцепления между твердым материалом и натуральным ногтем. В качестве базы буду использовать обычный прозрачный гель для моделирования. Гель наношу очень тоненьким слоем, втирающими движениями. Для нанесения геля использую кисть из искусственного ворса. Отправляю руку в лампу, чтобы прозрачка заполимеризовалась. Теперь примеряю нашу форму. Изначально даже показалось, что не нужно даже ничего вырезать, ведь и так вроде бы все нормально стало. Но здесь нужно понимать, что мы будем моделировать сейчас очень короткие ногти, именно такие попросила клиентка, и форму нужно будет хорошо поднять. Поэтому, когда я поднимаю форму, нужно обязательно вырезать пространство для того, чтобы ноготь не мешал установить форму правильно. Прозрачным гелем выкладываю подложку. Для ногтевого ложа моя клиентка захотела использовать вот такой фаст-гель с мелким шиммером. Я люблю именно этот фаст-гель, потому что, как для меня, у него идеальная текстура. Он не жидкий, но и не очень твердый. Работать с ним одно удовольствие. Пишите, девчонки, в комментариях, кто уже попробовал именно этот фаст-гель, и пишите, понравился ли вам этот материал. Когда материал полностью заполимеризовался в лампе, беру керамическую фрезу и аккуратно прорезаю усы, если их там нет. Пилкой подпиливаю борт, чтобы он был четким и красивым. Белым гель-лаком подвожу линию улыбки. Для свободного края моя клиентка выбрала вот такой белый с мелким шиммером.
Знаю, что много из вас сейчас подумали, что уже видели такой дизайн на моем канале. Но также вы часто просите показать вам коррекции или моделирование на сложных руках. Поэтому, что поделать, дизайн выбирала моя клиентка, а вот ручки у нее, я считаю, достаточно сложные. Поэтому я все же надеюсь, что для вас будет интересным мое видео. Кто-то спросит, в чем же сложность этих рук. Я вам сейчас объясню. Ногтевая пластина у клиентки достаточно широкая, а девочка еще захотела сделать короткий квадрат, потому что ей неудобно с длинными ногтями. Конечно, если бы выбирала я, тогда я бы сделала ногти бы подлиннее, чтобы пальчики казались более вытянутыми. И форму, наверное, выбрала бы тоже другую. Но это пожелание клиента, и я не буду с ним спорить. Когда материал полностью высох в лампе, я вытираю липкий слой и снимаю форму. И уже аж теперь могу приступать к опилу. Начинаю с фрезы елка, укорачиваю свободный край и приступаю к поверхностному опилу. Мой аппарат сейчас включен на максимальные обороты, а фреза вращается по часовой стрелке. Наконец, пилкой подпиливаю торец, боковухи, сглаживаю все неровности, которые остались после опила фрезой. Также подпиливаю нижние параллели. Возле кутикулы работаю очень аккуратно, чтобы не поранить клиентку. Делала это моделирование я уже достаточно поздно, и, наверное, глаза и руки уже устали, и я почему-то с перепугу вместо того, чтобы зашлифовать кутикулу маленьким алмазным шариком, сразу перекрыла ногти топом. Поняла я это уже тогда, когда засунула руки клиентки в лампу. Конечно, после того, как топ высох, я все же зашлифовала кутикулу. Честно говоря, это видео отсняла я уже очень давно и долго думала, показывать ли вам вообще его. Надеюсь, что вам все-таки понравился результат, который у нас получился. Не скажу, что все вышло идеально, ведь ручки действительно сложные. И надеюсь, что при коррекции у нас уже получится результат получше. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео.